Весна Миира. Радость изобилия. Проводник Ольга. Этого канала «Новое пробуждение человечества» есть чаты в Telegram, где идут прямые эфиры. Ссылки в описании. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Вернуться к самому себе. Что это значит – вернуться к самому себе? Разных сказаний очень много. Мы хотим его совсем с другой стороны показать каждому из вас. Еще и еще раз напомнить, что все эфиры на этом канале «Новое пробуждение человечества», где нам передают эту мудрость, они все прямые. Здесь нужно такое понимание, что я хочу принять того себя настоящего, и вот сейчас, не завтра, не через какое-то время. Сейчас. Себя настоящего. Вернуться к себе. Быть собой. Очень много всех этих обучающих, передающих, ложных, и каких только нет. И не просто ложных, а четко составленных программ и зомбирования. Зомбирование, оно существовало очень много времени. Нужно, чтобы вы услышали эту передачу. Вам нужно, чтобы вы много раз честно-пречестно утвердили, проговорили внутрь себя: «Я нахожусь в своем аурическом сознании. Сознание ауры своей свободным делаю. Утверждаю эту свободу настойчиво. Ибо мое тело, мои ингредиенты, все, которые здесь, только мои будут. И я хочу слышать это той частью себя, которая мудра, сильна, светом наполнена». Кто-то может сказать: «Я хочу слышать сердцем», не во всех сердца отвечают сейчас. И поэтому я хочу слышать той частью себя, своего намерения. Настойчивого намерения, что я приму теперь отныне и навсегда только истинность. Истинность, которая поможет мне стать совершенно защищенным. Это очень сильное слово, и его нужно тщательно проговорить. И помните, все слова вы вливаете в себя. Вы не внешне говорите, не слушаете, не позируете, не лицемерием, а истинно, искренне вливаете в себя. Я хочу принять ту истинность, которая поможет и даст мне защищенность. Даст мне эту силу, умножит ее, расширится она во мне. Здесь могут быть очень-очень разные ваши слова, утверждения. Почему они разные должны быть? Потому что какое-то слово пролетает и никак не может войти в вас, быть вами, а какое-то слово начинает касаться сразу же. Почему многочисленные проговоры нужны? Если вы проговариваете и не отвечает, меняйте слова. Я хочу принять защищенность свою себя в себе. Восстановить. Воссоздать ее хочу вот с этой секунды. И настоящую, не ложную, не фальсифицированную вот этими правительственными архонтовских приспешников, нет. Я хочу свою, настоящую. Если я воплощен в этом воплощении, то я пришел со всем тем настоящим запасом этой мудрости. Не могли меня так взять и бросить сюда, нет. Я пришел со всем вот этим настоящим, направляющим себя. И у меня есть на это право. Здесь у каждого опять могут такие слова: «Если я дышу, то я одарен, то я наделен». Смотрите, все догмы, все какие-то уловки, какая-то хитрость, вот это уходит. Если я дышу, все идет туда, в дыхание. Если я дышу, то я всем этим наделен, я из этого состою. Я являюсь этим. И вот слово «являюсь этим», оно должно хорошо идти по гортани. Что называется, задевая гортань, и гортань таким сильным своим порывом.
Здесь говорить о том, что вы самостоятельно корректируете, выставляете и направляете это. Ваши силы вам доступны. Вы имеете полный такой настрой, что это ваше дыхание. Но ведь ваше же оно. Но тело то ваше, и только. И вы хотите этим стать. Поэтому вы утверждаете: если я дышу, то я, значит, обладаю всеми теми дарами, всеми теми непомерными силовыми аспектами. Как и море, как и ветер, ведь он свободен, море также свободно. Здесь можно добавить, но все время прослушивайте и проговаривайте так, чтобы гортань вибрировала. Гортань вибрировала напором произношения, и все время внутрь. Вибрация гортани нужна сейчас, и вот она вибрирует, а небо вы ощущаете очень сильно. Практически язык касается или не касается неба, но вы его очень чувствуете. Такое впечатление, само небо говорит у вас. Если я дышу, то я одарен всем этим, то я наполнен всем этим. И я верю в то, что мое воплощение очень важно здесь. Я в это верю. И вот сейчас небо, гортань, больше. Вибрирующая гортань разбуживает небо. Я хочу быть собой. Я хочу слышать ту часть себя. И первично стоит здесь: я хочу быть защищенным. И защищенность предполагает здесь тот его настоящий аспект – это защищенность на всех уровнях. На ментальном, на астральном, на физическом, на всех уровнях я хочу быть защищенным. Поэтому небо, если оно начинает двигаться, язык у многих уже к этому времени должен быть свободным. Полость рта, губы – все вот это должно быть у вас уже отработано. Если нет, то доработать. И вот сейчас проговорить: «Хочу быть защищенным». И если бы вы искренне его написали, оно было бы обязательно голубого цвета, это слово. Ибо начинает говорить гортань. Слово «защищенность» состоит из нескольких октав. Каждое слово вообще состоит из октавы вибрационности, цвета. И вот в этом цвете голубизна, она предполагает вот это все сказание, которое было сказано. Что раз я сюда пришел, то я действительно здесь нужен, и я действительно наделен. И вот это первичное произношение, вы по-разному это произносили, но на этих эфирах все у вас будет другим. И вот, я защищен. Я защищен. Слово «защищен» настолько активно звучит, совершенно по-другому. Пробуйте его многократно проговаривать, и оно очень давит на ушные раковины. И давит не просто на уши, если правильно разговаривать сейчас, а давит на внутренний слух. Он засорен, он чем-то наполнен, этот внутренний слух. И вот эти все ипохондрии, грусти, печали, и вот эти все передачи, откуда они только не приходили. Они не давали вам слышать вот эту чистоту вашего того, из чего вы состоите на самом деле, той силы, той защищенности. Перегруз вот этот, он не давал вам услышать вот эту подсказку. Надо идти не туда, а развернуться в противоположную и быстро-быстро уйти, или еще что-то. Эти подсказки, они всегда существовали у вас, и это дары. Со временем вы начнете это понимать и принимать как естественность состояния многомерного. Вы в нем проживали, вы им являлись, но в связи с вот этими всеми загрязнениями, замутнениями, зашлакованностью, вы от этого ушли и перестали о нем даже вспоминать. Сейчас, в это мгновение, я хочу это восстановить. И вот здесь каждый из вас выберет именно эту связующую в себе. Какая она у вас будет, не спешите услышать что-то и признать это сразу за истину. Только по той причине, что очень много вторжений, очень много сублимаций. Они в миру существуют, в атмосфере, в которой вы проживаете. В мире, в той плоскости, где вещает интернет, и все правители, и все, что там происходит. А вы сейчас хотите взять вот эту настоящесть, ту изначальную. И если что-то не получается, не примите сразу какую-то активацию, что да, ты умен и беги. Не торопитесь. Это всегда так утверждает злобность, вторгшаяся в вас. Эту защиту вы хотите принять.
Этот дар, вы его хотите раскрыть. Но вы хотите это сделать для того, чтобы мир изначальный здесь был. И вот это та могущественная сила, через которую никто не сможет пройти. Это не просто Миир изначальный, это не просто рай, который красив безмерно, бесконечно красив. А это сила. Сила вот эта, которая есть у вас. И которая даст вам возможность вот эту не просто сохранить, а вначале высвободить вот эту вашу индивидуальность. Индивидуальность. Ибо ваша сила, сила, дарованная Творцом, а она находится в индивидуальности. По-другому это не может быть. Не может, это так создано. И вы понимаете, что вы отличаетесь друг от друга. У каждого свои возможности, у каждого своя актуальность на сейчас и мудрость. Она очень-очень способствует единению, это Миир изначальный. Но трактуете вы его, звучите его, дышите дыханием, ритмом сердца, у всех разное. У всех. Вас приучили, что вы никто и ничто, и вы незначимы. Кто-то скажет, я это не принимал. Помните всегда, что вы чаще всего общались на 2-5%. Вы не просто общались, вы проживали. А что там было на 98-95, для множества недоступно было. Сейчас вы хотите для изначального Миира взять эту мощь, стать ею. Как только вы это слышите, такое впечатление, спина сама по себе выпрямляется, вытягивается. Подбородок поднимается, выпрямляется. Гортань более сильной, более свободной стает. И я хочу быть этим, с чем я сюда пришел, с чем я сюда воплощался. Я не пришел сюда просто погулять и какие-то подарки принимать. Вы можете миллион раз убедиться, что если в вашей жизни были какие-то моменты, что вокруг была тишина и у вас было столько много и подарков, и наслаждения, и вы все равно ощущали грусть. И притом такую серьезную грусть. У вас было множество и одеяний, и может быть транспорт, и дом, и все что угодно. Но та грусть, она была. Вот это та ваша настоящесть, которая была не задействована. Все остальное мифически ложное, без вот этой части себя, той силы защищенности. Та сила, то сияние мое, уравновесь желание мое. Моей силы уравновесь. И вы это говорите той части себя, что вы называете область гортани, область лба, где перегруз вот этого ложного, деструктивного, системного, что есть в этой социальной системе. Уравновесь. 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 И здесь сейчас сразу вступает такой произносимостью ваше солнечное единение. И каждый из вас может по-разному себя почувствовать. Передача очень серьезно сильная. Поэтому если есть вода, выпить несколько глотков воды. Вы ощущать себя будете очень по-разному. Но ведь ее нужно достать, и это нужно убрать. И то, что вы убираете, оно борется, оно может быть чужеродным. Оно может быть вашим, тем вашим, которое вы создали вчера, позавчера, или в предыдущих воплощениях, все что угодно может быть. Уравновесь. Уравновесь мое желание индивидуальности. Защиты этой индивидуальности. И вот это еще глубже идет все, проходит глубины вот этого подсознания. У каждого по-разному. Уравновесь индивидуальность. Индивидуальность. Индивидуальность собственного моего происхождения. Проговор должен быть настолько, полость рта говорит, губы должны быть свободными. Не красота здесь нужна, а здесь ощутимость внутри. И вот давит на уши. У кого-то нет, значит что-то недоделано. Если кто-то уже постарался, что-то доубирал, такое ощущение, что ветер чистит ваши уши. Если кто-то честно трудился все это время, не просто принимал эти эфиры. От имени тех световых цивилизаций, у которых так ярко выражена их простота и доброта, такая искренность. И если она начнет проявляться в человеческих телах, она проявится на земле. Она проявится,
это яркость, это сила, это мощь. Индивидуальность, защищенность – эти два слова у вас должны растормошить вот там в окружности ваших внутренних. И вот окружность головы касается. Оно идет вот так, полностью захватывает, и вот сейчас окружность головы. Окружность головы, о ней много-много уже было сказано на этих прямых эфирах. Но здесь хотим еще добавить, это высокий статус, не просто человек. Это очень высокий статус. Не тех ложных догм, которые вы когда-то слышали в каких-то ложных передачах. Это настоящий высокий статус. И вот окружность головы, лоб, глаза давит. Может быть еще что-то происходить, все что угодно. Вы выбираете. Вот здесь у вас есть возможность, если вы выбрали, вы выбираете этот путь истинности. И здесь вы могли много проговаривать, освобождать себя. А вот доходя до окружности головы, именно этой передачи. Окружность головы вам нужно понять, что ваша жизнь может улучшиться, может все что угодно с ней происходить. Но с этой секунды ваша составляющая вас, основная составляющая вас, будет жить, дышать только для Миира изначального. То бишь мир этот вы сначала монтируете внутри себя. Вы его создаете, всего вот этими произношениями вы его освобождаете внутри себя. Но вы никогда не будете служить своему эго. Вы никогда не захотите служить религии. Вам нужно это будет разобрать изначально и честно, и до конца. Религия – это тот обман, это тот дурман, где вне себя вы искали эту силу. Она в вас. Все до единого видео этого канала «Новое пробуждение человечества», все вот эти эфиры, все передается в каждом эфире. И даже когда уже сложены видео, они остаются там смонтированы, что ваша сила находится в вас. И она зависит от вашего слова, от вашего произношения. От вашего вот сейчас помененного изменила, я статус свой. Я дух. Первично, я дух. И вот здесь должны быть разные произношения. Вот это я дух, вы как бы через глаза, через глазницы полностью выговариваете это слово. Ибо много чего происходило, и много ошибок дисфункции внесло всей цивилизации, вот это аморфность злобы, разрушения, смерти и ада. И поэтому я дух. Дух идут как бы глаза звучать. Поэтому глазные яблоки, окружности глаз будут по-разному себя чувствовать. Здесь можно применять компрессы соляные, все что угодно можете. Промывать просто водой чистой, утверждать и дышать. И вот, я дух. Сказание было быстро сложено в нескольких минутах. И если вы это единение в себе, защиту, эту индивидуальность будете выстраивать, она намного дольше будет происходить у вас. Оно не сразу будет слышно, не бегите, не спешите. Помните, у вас был урок, где было сказано, что вы успели. Вы очень многие куда-то опаздывали, очень сетовали часто, что вы опаздываете. Что вы не успеете вовремя сказать, вырастить ребенка или самому вырасти. И вот здесь самому вырасти. И здесь есть то понимание, что физическая физиология очень сильно отличается от ваших внутренних энерготел. Почему не все получается? Почему вы так часто боитесь? Вы так много чего боитесь, только по той причине, что вы на энерготелах остались детьми. И это эмоциональное и ментальное, это два тела. Они разделены в вас, но это два тела. И если физическая форма может довольно быть взрослым, и даже по годам по каким-то человеческим вы считаете, это очень мало, но вместе с тем такое ваше убеждение, то на энерготелах вы очень маленькие. Сейчас вам нужно понять, признать, что физиология у вас занимает гораздо меньше. Вы ей не доверяли, вы с нее требовали непомерные какие-то сверхспособности, не касаясь вот этого себя настоящего внутри себя. Вы ее могли своими помыслами как плеткой и всякое. Или очень жалели, или еще что-то.
Но вам нужно понять, вам нужно признать вот этот могущественный секрет и им делиться как можно больше. Творец, великий Творец, Создатель, самый-самый что ни на есть, Он всегда находится больше своего творения. И ваша-то внутренняя энергоструктура, она гораздо до бесконечности, можно это говорить для многих, она гораздо больше, чем ваша физическая. И если вы сейчас в это поверите, вы обретете эту защиту. Но не попадайте на уловки ложного. Не согласитесь прямо в эту секунду ощутить, признать. Нет. Идите по тому пути честности, истинности. Ибо все божественное подчинено только этой истине. По-другому оно не заговорит, не запульсирует, не произойдут никакие изменения. Это божественное, и оно не подчинено лжи. Оно не подчиняется. Да, его можно захватить, его можно порвать, изуродовать, но подчинить его вот этой ложности, лукавству, лицемерию нельзя. И вот если вы сейчас это примете, а вам сейчас это доступно. Состояние сейчас такое, что вы и есть, и вас нету. Ибо вы привыкли быть внешне. Внешне – это одна часть вас. А то, из чего вы состоите внутри, энергии ваши. Вы прочувствовать должны, просмотреть себя. Вы продышать и прожить с собой вам необходимо. Не просто это слышать и принимать как те заученные программы, которые были всегда. Что это, если мне там сказали, что я такой, то я уже такой и делать ничего не буду? Нет. Вам нужно будет хорошо потрудиться, добраться до этого. Сейчас многие из вас, кто будет слушать, будете ощущать эту силу, которая раскроет ваш тот потенциал, те ваши секреты, из чего вы состоите. Мы не касаемся коронной чакры сейчас, и так нужно. Но однако такой поэтапный процесс, он идет, и по-другому его нельзя, потому что это цепная реакция. Нажимаешь на это, и оно идет по всем, и настолько оно распространяется. Окружность головы. Видео со всеми этими предыдущими эфирами, очень много их, пересмотреть, переслушать. Канал «Новое пробуждение человечества». И дать, поверить себе такое указание, что все части вас, каждая часть вас, из которой вы состоите, которая настоящая божественная, она всегда такой была. Она навечно такой останется. Она служит изначальному миру. Она служит, она из этого состоит, и в этом ее мощь. И если это признано будет вами сейчас, то человечество изменит, остановит все их предсказатели, все эти предсказания. Все, что происходит, все можно изменить. Вам нужно только в это поверить. Эго ваше никогда не удовлетворить, сколько бы ему ни давал чего-то, ему всегда будет мало. Очень маленький процент ваша физика занимает, и также эгоцентризм, и также уловки, и вторжения, и вот эти демонические сущности. И все развоплощенные души, убеждения, все это есть здесь. Не нужно, потеряйте сейчас это все. Потеряйте сам страх. Потеряйте его. Потеряйте его. Потеряйте его, растворите его. Рассыпьте его. Сожгите его, а чужеродное все отправьте отправителю. Потеряйте страх. Потеряйте страх жизни. Потеряйте страх перед Богом. Потеряйте, ибо Он внутри вас. Бог находится внутри вас. И Он настоящий, Он не лукавый. Он мощный, сильный, Он могущественный. Ибо это часть самого Творца в вас. Он в вас внутри. Потеряйте страх. Потеряйте страх. Выбросьте, растворите, взорвите его. Сделайте все, что угодно, ибо он не дает вам слышать самих себя. Потеряйте его. Потеряйте. Свободное мое аурическое тело. Мое аурическое тело свободно. Меняйте тональность, меняйте произношение, меняйте звук. Мое аурическое тело свободно с этой секунды и навсегда. Я так решил. Я так решила. У меня есть возможность. Никакие архонты,
никакие вторжения не пройдут. Вы всю правду можете увидеть только в собственной интуиции, только в собственном сердце. Весна. Весна. Весна мира настала. Она пришла. Она уже здесь, и никто ее не сможет остановить. Никто. Это цикл мироздания. Это цикличность, и она произошла. И Миир на этой планете произошел. И Миир, он здесь и сейчас. Весна Миира. И если эта весна мира зазвучит в вашей гортани, в вашей полости рта, в вашей носоглотке, в ваших глазницах, в вашем лобном и окружности головы, вы – победитель света. Вы – победа света. Вы победой света стаете. И только так нет другого пути. Вы идете по-своему, индивидуально. Но цель и истинность Творца – это победа света. Весна мира наступила. Что бы вы ни утверждали, чтобы вас не пугало, потеряйте страхи. Вернитесь в ту изначальность себя, где вы доверяли свету, где вы были светом. Не просто доверяли, а где вы были светом. Она у вас есть. Она у множества, великого множества, она есть. В миллиардах она есть. Та часть вас, где вы были только светом. Какой бы она величины ни была, она есть у вас. Вернитесь к ней. Остановитесь в ней. Вот там ваша сила, вот там истина, и вот там те знания. Верните ее. Верните, дайте ей быть, и пусть она главенствует у вас. И пусть она каждую вашу мысль наполняет. И все мысли, которые я создал во тьме, пусть они рассыпятся. Все мысли, слова, которые я создавал в страхе, в похоти, помыслы мои, пусть рассыпятся сейчас. Я их сжигаю, я их растворяю, я их рассыпаю. Здесь любые слова подойдут. Все, что не является мною, отправителю. Я призываю Миир весны в свое сердце, в свою окружность головы. Это высокий уровень было сказано, и вам он будет доступен. Но он будет звучать именно Миир весны, и вот тогда он будет сильным. И тогда он будет настоящим. Мир весны в окружности вашей головы. Внутри вашей гортани мир весны. Миир. Мировая весна. Весна Миира. Миира изначального. Весна изначального мира. Я ее утверждаю, я ее принимаю. Я ею становлюсь. Благодарю. Помните все, что радость остается с вами. Она находится в солнечном единении. И когда она честна, она всю грудную клетку наполняет, и она теплом всегда отдается. Она, как разлив волны, идет. Испытайте. И если сразу не услышите, ни за что не возмутитесь, а наберитесь терпения, и вы это увидите. Это произойдет. Ибо в радости сотворено все мироздание и миры. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи, владыка миров, Элохим, архангелы,
Световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.